Мне кажется, очень у многих людей есть какая-то привязка к малой родине. Вот у меня лично это река Издревая. Все свое детство, себя уже взрослую, себя совсем взрослую я могу ассоциировать только с этой рекой. Я ее полюбила с детства, и мне, когда я выросла, хотелось ее сохранить. Можно любые палатки? Ну что, привет! Привет, привет. Да, здравствуй, я тебя! Привет! Привет. Всем привет! Да, я со всеми познакомлюсь. Ага. Потому что тут, там как раз вот очень много поворотов всяких и мутов, там мусора много, мы там не убирали. Надо вот от нашей поляны прям до Ну все, я поужинаю. Да, мы плавали по этому болоту. Я могу приехать на любую другую территорию и на ней хоть как-то могу расслабиться. А вот на территории Издревой нет. Я постоянно в напряжении, в прислушивании в каком-то, нет ли бензопилы, там, или там зимой какого-нибудь снегохода, или не выскакивает ли откуда какой-нибудь квадроцикл опять по реке. Кто-то там закинул какую-нибудь очередную сеть. То есть все время непрерывное ощущение вот какой-то боевой готовности. Это сложно. Поля, пойдем. Ты моя сладенькая. Ну, вроде ничего. Мусора особо нового нет. Завтра отсюда увезем мусор. Когда я была маленькая, у меня была здесь дача. И я эту речку помню с детства. В детстве это была какая-то, наверное, там игра, может быть. То есть мы действительно рисовали всякие плакаты, там, для того, чтобы защитить реку, развешивали везде их. Потом как-то всегда у меня это было желание охранять природу, но пошла я в строительный вуз технический, не, грубо говоря, там на биолога. И уже потом, когда закончила и поработала 1 год в, скажем, крупной компании, поняла, что, наверное, это точно не мое. То есть я всегда хотела заниматься охраной природы. И, наверное, я попробую поищу себя именно на этом поприще. В какой-то момент меня прямо осенило. Я вспоминаю, что у меня есть моя река, которой я практически обещала, что я ее буду любить, охранять в детстве. Поэтому это как вот родители не выбирают, как вот, наверное, речку. То есть вот я просто ее искренне люблю всей душой. А почему, очень сложно сказать. Родители, они мне долго купаться не разрешали. Вода холодная. Только зайдешь, уже выходи. Да, помню. Можно занырнуть, и у ребенка-то точно езди покупаться. У нас даже были всякие мостики, где можно нырять было. А сейчас вот нет мостиков. Видимо, мельче все-таки стало. Но мне опять же сложно, потому что в детстве меня могло скрывать, а сейчас нет. И вот как вот. Ну, она действительно была шире, чем сейчас. Буквально в 2002 году, зимой уже, эта зима была, мы первый раз пошли на лыжах смотреть ее. То, что там в Верховьях творится, я вообще в детстве думала, что она с каких-то великих гор течет.
Вот, и там вообще все радужно и прекрасно, а там, оказывается, совсем не радужно, там куча дачников, населенных пунктов, и там ну, прям какой-то капец. Когда мы были маленькие, мы, наверное, кроме мусора, других проблем мы не знали, но и хотелось как-то это решить. Когда собралась команда, которая до сих пор работает по реке Издреваем, мы ее прошли практически всю. Ну и, соответственно, чем больше мы вникали в эту территорию, тем больше нам открывалось экологических проблем. Вообще, если давать определение, экология – это наука о сосуществовании сообществ различных. Наука о жизни, фактически, получается. Она объединяет в себе очень-очень много знаний, очень-очень много. Это все у вас в голове сочетается, двигается, и вы понимаете, что, куда и откуда идет, что с чем связано, что является причиной всего, вы ведете себя по-другому. Вот, так что это совсем даже не уборка мусора, это не свалки, это гораздо больше. Ну, девочка восторженная, наивная такая, очень любящая природу. Когда она сталкивалась с какими-то нарушениями такими, вот, что у нее была такая злость на вот этих людей, на нарушителей, их там надо расстреливать с автоматами. Потом набралась опыта, она очень быстро набиралась, помудрела и научилась работать с людьми. Быстренько организовала там всех ребят, которые были у нас, привлекла к этой деятельности. Ой, мне было лет 13 примерно, я не знаю, я уже даже не помню, но вот где-то в том возрасте, 13-14 лет, я попала к Юльке. Я помню ее как зажигалочку. Она вообще как энерджайзер. Заводная, вообще не останавливает ни при каких условиях. Она просто подпитывала энергией на самом деле. Она и до сих пор сейчас такой же двигатель. Мы ходили также на акции, также собирались эти акции, рисовали все плакаты. Свалки убирали, субботники проводили. Зимой ходили на лыжах, следы искали, пробы воды брали. Ты развлекаешься и параллельно что-то помогаешь. Это потом со временем пришло осознание того, что действительно тебе это уже интересно как экология, а не как какая-то там тусовка. Например, в этом году мы сейчас со сплавщиками ходим по точкам, по определенным, и, грубо говоря, проверяем работу нашу проделанную. И очень радует то, что мусора мало уже. То есть, конечно, что-то собирается, но на самом деле не в тех объемах, которые мы раньше собирали, и это прям очень радует. Когда мы пришли только на эту территорию, ни одно из 50 существующих дачных обществ не имело регулярного вывоза и вообще никакого не имело вывоза мусора на лицензированный полигон. А когда мы стали организовывать процесс, вот что в каждом обществе стал вывозиться этот мусор, тогда зашла речь и о том, чтобы убирать эти территории. То есть, когда начала система работать, вот сейчас как раз идет процесс уборки вот этих свалок совместно со всеми дачными обществами, субботники, ну и работа продолжается. Но, скажем так, что лед тронулся, можно сказать смело. Лагерь узнал 3 года назад, и, в принципе, все эти 3 года я здесь. И прямо, наверное, с первого дня нахождения здесь, попав на свалку, я ни капельки не пожалел. В общем, довольно это все занимательно, весело и как-то близко по духу, наверное. Простая и полезная работа. Да, кто-то говорит о том, что это ужасно трудно и страшно, на самом деле бояться нечего. Если ты ставишь себе цель, то что нужно это искоренить, то, я думаю, бояться того, что ты будешь плохо пахнуть или придется сходить в душ, никаких проблем в этом нет. Издревая страдает от того, что люди считают, что укрепление берега, это именно нужно закопать туда что-то, там какую-нибудь кровать, печь, ванну старую, холодильник, например, да, полный ила в итоге, который очень просто туда сбросить, но и очень-очень тяжело его впоследствии оттуда достать. Здесь нет ребят, которые бы, например, хотели отлынивать от работы или еще что-то. Они действительно искренне это делают, и это очень здорово, это так радует, что молодежь, она в большинстве своем
нормальная, хорошая, здоровая молодежь, которая любит природу и готова там как-то волонтерить, жертвовать собой, я не знаю, там. Это бесплатная работа, но они с удовольствием это делают. Свалок убранных, наверное, порядка 40 разных масштабов. Но мусор в головах меньше не становится, и поэтому используем очень много программ, информационных каких-то счетов, экологических праздников как для детей, для взрослых, проведение различных акций по привлечению внимания населения. У нас сегодня проходит акция по сбору мусора на переработку. Стекло, пластиковые бутылки, батарейки, градусники, все возле клуба собираем и отправляем на переработку. Газета, последний номер. Подождите, мы должны, послушайте, мы должны на самом деле понять, насколько население к этому готово. Потому что с председателем он все это прекрасно знает. Мне кажется, что можно гораздо больше было сделать, вот в чем дело. Эффективнее там. И, то есть, а вот вопрос, есть ли у меня на это силы дальше? Вообще много сил? Ну вот непонятно. Потому что если ты занимаешься рекой, ты где-то не занимаешься в другом месте. Или чего-то не делаешь в другом месте. И вот на самом деле сейчас-то как раз такая дилемма, что важнее, где будет проседать сильнее. То ли в семье, то ли вот здесь на природе. То есть то, что мне нужно было сделать, я уже сделала, и надо идти дальше. К семье, к детям. Или, может быть, на какое-то время, пока они маленькие. Другое дело, что когда они подрастут, насколько во мне будет силы, молодость-то уже, она как бы... То есть, ну, им не обязательно становиться людьми, которые должны охранять природу. Это должны быть просто дети, которые ее любят, которые ее ценят. И тогда, когда ты любишь, тогда у тебя и появляется желание это сохранить и там, не навредить и так далее. Можно вас на секунду? Мы экологическая организация. Вы подскажите, пожалуйста, сейчас только мне тут уже сразу пилят что-то тут. Это вы тут что-то спиливали сейчас? Нет? Пилили? Так, а вчера могли быть? Это очень поздно. Я когда в час ночи вот так, надо бежать. Так, ну пилят не тут. От этого еще страшнее. А где тогда? Это просто они у себя под лэп убирали все. Просто сейчас услышали, ну не сейчас там сколько-то минут 20 назад, поэтому пошли, у нас наверху. Вот так. Поэтому, да, извините, что мы тут по ночам, но мы сейчас чистим, убираем речку, охраняем лес и прочее. Все, трындец, короче. Вот все, нафиг. В середине лета
27 июля подписано концессионное соглашение на строительство 2 мусороперерабатывающих комплексов с полигонами твердых бытовых отходов. Значит, с названием Раздольная и Верх-Тула. 20 метров глубина котлована, 55 метров высота холма, сроком службы до 70 лет. Все отходы города Новосибирска планируется поставлять на вот этот полигон. Он приходится в бассейн реки Издревой. Будут уничтожены места обитания видов, занесенных в Красную книгу, как животных, так и растений. Мы собираем подписи на имя губернатора Новосибирской области о том, чтобы пересмотреть данное место и перенести его в другое. Пробовать рассматривать существующие полигоны. Подписали уже, да? Ну понятно, спасибо большое. Все ямы, все. Народ абсолютно весь охотно подписывается. И сказать о том, что действительно народу, например, или все равно, или они как-то проще к этому относятся, совершенно будет неправильно. Самое ближайшее дачное общество. 1,2 километра. Это публичная кадастровая карта. И где они там собрались его строить? Если вот так. Ну, там поля. Вот на полях. Сейчас зарастающее поле. Конечно, обязательно быть. Они 40 человек нагнали. Нас война сегодня будет. Обязательно приезжайте и берите народ. Ну, видите, я один приеду. Но еще председатель обещал нас приехать. Школа в Раздольном в 2 часа. У нас пикет в час. Пожалуйста, подъезжайте к пикету. Нет, У меня вообще тут все. Я даже не обскажу, что происходит. В общем, просто вообще... Ой, слушайте, знаете что? Дело в том, что у меня прям всю секунду, я вообще, это просто какая-то коллапс и фантастика. У меня сломался принтер прямо сейчас. Вот только он печатал и... Подождите, у меня куча предложений. Давайте вы подстраховочно напечатаете их. Вы мне скажите срочно электронку. Они готовы, только распечатать. А я сейчас где-то по ходу движения тоже постараюсь еще, чтобы был запасной вариант. Мне это сложно очень. Сложно? Угу. Ладно, хорошо, тогда давайте постараемся с бейджиками. Это я сейчас по дороге... Сейчас будет. Только спука. Иначе. Второе мая. Сегодня не понедельник, слава тебе, Господи, а сегодня вторник. Это значит, что будет короткая работа. Прошлогодней листвой я найду твои следы, иду за тобой, иду. Не поняла, почему мы заглохли? Тихо. Тихо. Ой, мамочка, я, очень испугалась. Белой рекой под прошлогодней листвой я найду твои следы, иду за тобой. Один из основных аргументов то, что полигон не только будет угрожать экологической безопасности, но и авиационной, поскольку располагаться полигон будет слишком близко к аэродрому Чкаловского завода. Без создания современных мусоросортировочных заводов и полигонов не обойтись. Примерно такие полигоны и мусоросортировочные комплексы
могут появиться сразу в 2 местах Новосибирской области – в Верх-Туле и Раздольном. Планируется, что под строительство каждого сортировочного комплекса будет выделено по 29 гектаров. Вы хотите, чтобы было все прекрасно, но у вас не получается. Вы просто любите деньги, а людей вы не уважаете. Вы их гробите и уничтожаете. Вы не смотрите, у вас одно. Не хотим, не надо строить, идите куда-нибудь в другое место. У вас здесь Гусинобродский полигон, который оказывает влияние намного больше на всю вашу территорию. И вы сидите и ничего с этим делать-то не хотите. Сейчас на своем уровне даже не платите за мусор и не говорите, скоро поднимется. Это люди, понимаете, это не фактор какой-то. Какие-то дачники поднялись, переживают за свой отдых. Да, мы как будто капризничаем. Понимаете, это наша жизнь. Это, может, доживают, бабушки доживают, они сейчас просто перемрут от горя. То есть, это километровая зона, уже не пойти, ни грибы собирать, где всегда собирали. Вы лишаете людей просто всего. Наш митинг не связан с политическими протестными движениями в городе и в стране, которые сейчас происходят. То есть это просто десятки тысяч людей, семей, детей, которые многие годы жили и росли на этой территории, ее любят. И вот, конечно, будущее хотелось бы увидеть для Издревой именно как рекреационную зону, как зону туризма, как зону отдыха, как зону особо охраняемых природных территорий, но ни в коем случае не как вынос промышленных предприятий. Услышьте нас правильно. На территории Издревой этого полигона быть не должно. Мусорная концессия еще не расторгнута, а новая еще не заключена, но власти уже выбирают площадку под строительство полигона, которое устроит всех. Предыдущее место в Раздольном вызвало протесты удачников и экологов. В этом месте много садовых обществ, а река Издревая – уникальный объект природы. Площадка альтернативная подобрана. Она, безусловно, будет обсуждаться на заседании рабочей группы. В новом составе, кстати, заседание состоится на этой неделе. И будет внесена путем изменений в региональную схему размещения отходов. Могу подтвердить, что это не раздольное. Контракт может быть расторгнут. Сейчас счастье от того, что нет вот этого сильнейшего давления, от понимания того, что будут строить полигон на Издревой. Но нет полного счастья, потому что я понимаю, что это решение не, принято на словах, и если вдруг сейчас что-то изменится, счастье быстро закончится. Как год экологии, как какие-то разрушители совершенно для экологии, для экологических организаций. Ты так говоришь, как будто у нас год через год наступает. Действительно, смотри, просто приняли закон об инагентах, и все... Это когда было? Что у нас был? Уже был год экологии? Был уже год я экологии, не помню. Да, а сейчас второй год экологии, чтобы добить тех, кто выжил. Ой. Сейчас год добровольцев, чтобы еще и их добить. Да? Поживем, увидим. Поэтому действительно вот понимание того, что мы тут выдохнули, то есть выдохнули в одном месте, значит срочно надо выдохнуть где-то там в другом. Я пытаюсь каждый раз подчеркнуть, что это не у меня силы и не я одна. Это целая большая группа людей, разнообразных, различных. Это те волонтеры, с которыми мы там уже не один десяток лет, получается, там чистим эти леса
И я одна не сделала бы ровным счетом ничего. Ровно так же, как с этой мусорной концессией. Сейчас очень много людей, вообще разных, депутатского корпуса, общественности, разные партии, просто там обеспокоенные граждане. Этих людей очень много. И сказать, что это вот я одна и там силы откуда-то беру, это вообще неверно. Вообще один в поле не воин, я считаю. Вот только объединившись, можно будет каким-то образом достичь результата.